Уже не первый раз мы хотим поднять вопрос про применение лазеров в образовании. Мы уже рассказывали вам о том, как применяются лазерные системы в ведущих образовательных учреждениях нашей страны. Ну давайте вспомним. Уникальный, самый главный университет нашей страны – МГУ, президентский лицей «Сириус», ведущий вуз в сфере фотоники Санкт-Петербургский университет ИТМО и много-много других образовательных учреждений среднего и высшего звена. Сегодня лазер – это база для научных исследований. Это основа высокотехнологичных научных производств. Вокруг лазеров строится сегодня перспективное образование. Мы пришли в гости в старейший вуз Санкт-Петербурга – это Горный университет. Здесь более 10 лет люди обучаются по специальности художественная обработка материалов. Мы поговорили со студентами, и они поделились своим впечатлением о работе на лазерном оборудовании серии Minimarker. Аспиранты и преподаватели университета поделились с нами впечатлением о том, что студентам очень нравится, они заинтересованы в занятиях, которые проходят на современных лазерных системах. Давайте посмотрим. Мы инженеры-технологи по художественной обработке материалов. Это значит, что мы немножко инженеры и немножко художники. Мы, как специалисты, должны уметь творчески, креативно мыслить. И в то же время придумывать технологии, заниматься такой именно физической дисциплиной и как-то успешно это совмещать. Однажды нам сказали, что у нас будет лабораторная работа на лазерах, и мы тогда сказали, что у нас есть лазер. И вызвали Елену Юрьевну, она нам все настроила, и мы сделали такие значки себе на память. Это было очень прикольно. Мне сейчас очень интересно наблюдать, как, по-другому смотреть на окружающий себя мир, потому что раньше я не знала, что те или иные вещи сделаны на лазерах. И это на самом деле очень интересно. То есть теперь, когда я думаю, что можно подарить родителям или друзьям на праздники, я так прикидываю, что у нас есть лазер в Горном, и можно, в принципе, даже самой что-то сделать своими руками, и это будет выглядеть как что-то реально сделанное на производстве, на заказ, в магазине за дорогие деньги. Тут нет ограничения для какого-то креатива. То есть у нас есть технология, но мы можем ее развернуть вообще под другим углом и сделать что-то, что вообще раньше даже было невозможно. В общем, моя курсовая работа связана с дамасской сталью. Я хочу взять нержавеющую сталь, изделия, то есть, допустим, это холодное оружие, и с помощью лазера нанести текстуру дамаска для имитации этого материала, потому что сам по себе процесс изготовления очень сложный, затратный, там много ошибок, нюансов, а на лазере все достаточно просто можно получить, если поиграться с настройками, режимами. А на лазере же сделать подобное намного дешевле. Если мы работаем с той же нержавеющей сталью, то это позволяет изделию прослужить гораздо дольше, за ним не нужно так тщательно ухаживать, в отличие от дамасской стали. Поэтому в этом есть свои плюсы. В общем, у меня есть такой небольшой опыт работы в ювелирной сфере. У нас в сервисе было очень много ремонта, и почти весь ремонт не обходился без лазерной пайки. Без нее вообще никуда, она просто спасает очень много случаев, что цепочка порвалась, кольцо увеличить, уменьшить. Если это какие-то вставки в кольце камни, не получится кольцо огнем расплавить, не то чтобы расплавить, отдельную часть расплавить, чтобы увеличить, вставку вставить или уменьшить, потому что камень не выдержит такой нагрузки термической. И в этом случае лазер очень помогает, он локален. На нашей специальности магистратура довольно сильно отличается от бакалавриата, и я бы сказала, что одно из ключевых отличий – это то, что нам открыли доступ к лазерам. Потому что у нас на бакалавриате была курсовая работа, надо было сделать подвески. И вот там такие бионические были формы, и мы их выпиливали лобзиком по старинке ювелирным. И было довольно запарно, мы долго пилили. И сначала лобзик долго покупали, это было не технологично. Если что-то пойдет не так, нам заново то же самое не сделать. А если делать это на лазере, то я могу сделать много таких подвесок. Я могу один раз посидеть, попариться, подобрать режим,
а уже потом воспроизводить это сколько мне захочется. Я считаю, что это очень важно, потому что это в первую очередь вопрос денег. Если один человек сделает одно изделие и не сможет его повторить, либо это такой какой-то бешеный эксклюзив, либо лучше за это уже не браться. Если это сильно сложная работа, нужно тогда каким-то образом доказать, в чем ее ценность, чтобы продать ее по достойной цене. У нас на кафедре материаловедения и технологии художественных изделий есть лазерная лаборатория, где присутствуют станки волоконные Minimarker 2 с мощностью 20 Вт и газовый лазер Trotec Speedy Stoer. Кафедра материаловедения и технологии художественных изделий гордится тем, что выпускает не только бакалавров и магистров, которые пишут свои диссертации, выпускные работы по лазерным технологиям, ну и в том числе кандидатов технических наук. На нашей кафедре, на наших лазерах не только студенты выполняют свои магистерские работы и бакалаврские, но и в том числе на наших лазерах выполняются услуги для Горного университета. Ежегодно в Горном университете проходят елки новогодние для детей, сотрудников университета. На этих елках детишки, в том числе на мастер-классах, собирают какие-то поделки, конструкторы. И вот эти самые конструкторы мы изготавливаем как раз в нашей лаборатории на наших лазерах. Мне нравится, что программное обеспечение управления лазером, оно написано на русском языке, и у него достаточно понятный интерфейс. То есть можно работать уже спустя 15 минут того, как ты изучил это программное обеспечение. Да, и мне нравится, что оборудование почти не нуждается в каком-то сервисе. То есть я не помню, чтобы мы когда-то заказывали услуги сервиса, потому что самостоятельно работаем, ничего не выходит из строя, и в целом работать можно 24/7. И даже когда кабина открыта у волоконного лазера, студенты уже люди опытные, да, могут в открытой кабине работать как раз наглядно, показывать все технологические особенности, которые под лазером у нас происходят. Лазерный центр очень серьезная компания, у которой есть очень, будем говорить, современное лазерное оборудование, которое они постоянно, опять же, который постоянно обновляется и с учетом и материальной части, и, вот я сказал, и программное обеспечение. И это нас устраивает. Я считаю, что в этом плане наше сотрудничество с компанией Лазер Центр продолжится и в будущем. И мы будем в таком же, духе. И мы даже, кстати, в ближайшее время я тоже буду готовить материалы для того, чтобы обновить нашу и материальную базу, в смысле закупить, приобрести новые оборудование, которое тоже уже имеется в лазерном центре. То есть я думаю, что наши контакты будут продолжаться.